Мы продолжаем наше знакомство с ваншотом «Сорвиголова», сезон 1, за авторством Энтони Джонстона. Первую часть можно посмотреть вот по этой подсказке в углу экрана. Также напомню, что судьба формата зависит от вас, поэтому можете поддержать канал лайком и комментарием. Меня зовут Мортем, приятного просмотра. Мэтт выражает восхищение Доулу за его работу, однако тот явно куда-то спешит. Просит мистера Нельсона сразу переходить к делу. Понять можно, он все-таки член городского совета, да и начал свою кампанию на пост мэра. Дел полно. Фоги, сомневаясь, поглядывает на Мэтта и кратко обрисовывает ситуацию. У церкви святого Финиана проблемы с вашим земельным департаментом. На что мистер Доул говорит: «Ужас, какое безобразие. Не знаю, чем помочь. Может, отцу Мулину стоит найти инвестора?» И все это произносится с такой, натянутой улыбкой. Мэтт вносит поправку. Нужна отсрочка. По документам срок истекает через 20 лет. Слова Мэтта были сказаны будто в пустоту, и это происходит уже второй раз за встречу. Билл абсолютно не замечает Мёрдока и обращается к Фоги. «Мистер Нельсон, в департаменте он говорил вот слово в слово, но в городских записях голяк. Отец Мулин не может сам продлевать контракт». После Уильям откровенно начинает намекать Мэтту и Фоги, что «Вы же в курсе, что он из Калифорнии, да? Все знают, чем они там увлекаются. Может, он уже все того отслужил свое». На что Фоги удивленно вопрошает, мол, «Вы чего хотите сказать, что отец Мулин наркоман?» Мэтт подмечает то, что, наверное, каждый из нас начинает замечать. Как сильно начинает раздражать мистер Доул. Сердцебиение в порядке, вроде правду говорит, но явно что-то скрывает. «А вы уверены, что с документами все в порядке? Ответьте на вопрос». И именно это становится финальной точкой, после которой Мэтт начинает понимать, что тут действительно что-то не так. Потому что вместо ответа Уильям Доул выгоняет их из кабинета под предлогом «Мне не нравится тон вашего партнера, мистер Нельсон. Вам пора». События переносятся в зону ожидания здания суда. Мэтт все еще размышляет над тем, что Доул явно что-то скрывает, но сейчас пора бы переключиться на более актуальные задачи, и мы видим, как Карен и Мэтт идут к одному из своих новых подопечных. Им оказывается Зебедая, или же Джебедая Килгрейв, кому как удобно. Он же Пурпурный Человек. Я склоняюсь, наверное, все-таки больше к Зебедая, поэтому давайте потихоньку привыкать. Тут он, по крайней мере, действительно пурпурный. После того, как Мэтт представил себя с Карен и объяснил расклад дел, то в ответ он получает «Это, конечно, хорошо, но не обязательно». После чего Килгрейв говорит, что вообще ему далеко не до суда, и он просит охранника его отпустить, что тот, естественно, и делает. Кратко о способностях Зебедая. Если я не ошибаюсь, то кожа Килгрейва испускает феромоны, с помощью которых он может управлять сознанием того или иного человека. Поправьте, если я не прав, в комментариях. После того, как тюремная дверь открывается, Килгрейв просит Карен пойти с ним, оставляя Мэтта и охранника просто стоять и смотреть на то, что происходит. Мёрдок пытается сопротивляться, но безуспешно. Это странный момент, позже поясню почему. Спустя некоторое время, когда Мэтт пришел в себя, то он облачается в свой костюм и уже как сорвиголова начинает поиски пентхауса Килгрейва, который даже не пытается скрываться, подмечая, что все-таки сопротивляться ему можно, и у него это почти получилось, в частности из-за слепоты, а значит, шанс победить есть. Мэтт достигает точки назначения и без промедления врывается в комнату, однако все не так просто. Карен все еще под контролем Пурпурного Человека. Никаких мотивационных речей и взываний к разуму. Нет, ни в коем случае. К тому же влияние Зебедая снизошло на нет, что тот и подмечает, получив пару смачных по физиономии. В отместку Пурпурный Человек приказывает Карен спрыгнуть с крыши, а та всего лишь отвечает «Да, конечно». «С удовольствием». И та падает вниз.
Мэтью ловит ее в полете и говорит, что пора бы завязывать встречаться в подобных обстоятельствах. Карен тут же пытается оправдаться, мол, простите, но ничего не могу с собой поделать. После приземления их окружают репортеры, ждавшие Киллгрейва. Их интерес сразу же переключается на новоиспеченного героя в странном костюме дьявола. По всей видимости, это задело эго Киллгрейва, и он приказывает всем окружающим убить Сорвиголову. Но Мёрдок делает лучшую вещь на свете. Раз я слепой и на меня это не работает, то, может, и с другими так сработает. И он укутывает Зебедаю во флаг. Действительно действенный вариант. Киллгрейва по итогу уводит полиция, вот как мы видим в этом самом флаге. Камеры, напоминаю, все это дело фиксировали. Достаточно эпичное первое появление Сорвиголовы в медийном поле. Как тебе такое, Человек-паук? А вот теперь мини-вопрос, который может остаться риторическим. В первую встречу с Зебедаей и Мэтта в тюрьме второй слегка поддается влиянию, а уже после вообще по нулям. Возможно, что это простая условность, но интересно, что вы думаете по этому поводу. Мне, по крайней мере, не очень понятно, как это сработало по итогу. Если Мэтт в одинаковой степени был слеп и там, и там. Ну, не может же он подглядеть одним глазком. Далее у нас абсолютно крутой и пафосный кадр. Сорвиголова стоит на крыше одного из зданий Манхэттена рядом с церковью, куда он частенько наведывается. Мэтт рассуждает на тему того, что ему начинает нравиться Карен. По-другому и не скажешь, хотя нет, скажешь. «Я влюбился в нее по уши», — говорит Мёрдок. Ну, вкусы Мэтта весьма специфичны. Ему иногда нравятся и роковые девушки, и девушки в беде в том числе. «Помоги мне, Боже. Я не знаю, что делать дальше. Мне нужно направление. Дай мне автопилот». И тут Мэтт подмечает, что кто-то еще посетил церковь, некий подозрительный тип, которого он раньше тут не замечал. Подходя ближе, Сорвиголова слышит, как отец Мулин с кем-то ругается по телефону. Дело действительно дрянь. Мэтт слышит, что дыхание Сэмюэля неровное, мелкое, сердце бешено стучит. Он испугался аккурат после того, как взял трубку, потому что, скорее всего, ему угрожали, причем физической расправой. Не мудрено, что после этого добродетельный Мёрдок уходит, и его место занимает Сорвиголова. Офис Нельсон и Мёрдок. Адвокатская контора. Мэтт читает какие-то документы, написанные шрифтом Брайля. Это рельефно-точечный тактильный шрифт для слепых и слабовидящих. Однако его мысли совсем не тут. Во-первых, об упущенной возможности поиска этого подозрительного типа, что крутился вокруг церкви. А во-вторых, Карен Пейдж. Мэтт приходит в себя и пугает Фоги, мол, а ты что, не читаешь что ли документы и думаешь о чем-то сложном? Не слышу, чтобы страницы переворачивались. На что Нельсон быстро отнекивается. Ну, тут непонятки уже в земельном документе, так что я с ним вожусь. Хороший момент, если честно, потому что, как мы уже знаем, Мэтт не силен в этой области. А вот Фоги наоборот. Поэтому ему, и только ему, приходится вот как-то ускорять и без того нелегкий процесс, подначивая Фоги, мол, давай работай дальше. Однако Мёрдок и сам успел навести справки. Ну, все-таки лентяйничать ему не хочется. Ему, конечно, неприятно копаться в прошлом своего священника, но зато он узнает, что отец Сэмюэль Мулин имел прозвище «Маленький братец». Хотя братьев и сестер у него нет. Вообще никакой родни. По крайней мере, задокументированный. Зато есть огромный многолетний пробел в жизни, так как городские записи о нем отсутствуют абсолютно везде. Вот в любом городе, неважно, где вы будете искать, их абсолютно нет. Первые упоминания о нем совпадают ровно с тем моментом, когда он стал проповедовать в Манхэттене, соответственно, в адской кухне. Кличка «Маленький братец» не дает Мэтту покоя, как и разговор по телефону между священником и незнакомцем, которого первый явно знают. Но это все потом. Мэтт подмечает, что надо бы отдохнуть, а то последние дни и ночи были крайне насыщенными на события, да и надо бы Фоге рассказать о чувствах к Карен, что было бы честно по отношению к другу. И в этот момент Нельсон, будто бы читая мысли Мэтта, что, естественно, не так, у него нет никаких суперспособностей, говорит: «Надо поговорить. Есть один секрет, который, прям между нами, и
это было бы честно. Мёрдок слышит, что сердце Фоги бьется настолько бешено, будто бы вырвется прямо вот здесь и сейчас из груди, и вот все взорвется. Неужели он узнал, что я сорвиголова? Но нет. Фоги хочет сделать предложение Карен. Этого Мэтт, точно не ожидал. События переносятся уже на какое-то время вперед. Нас бросают в гущу событий в адской кухне. Сорвиголова столкнулся с Матадором. Со слов Мэтта, он уже несколько недель шляется по городу и устраивает грабежи, нападает на местных, да и в целом ведет себя максимально непотребно. К слову, Мануэль, так звать данного персонажа, не имеет каких-то особых сил. Просто ловкий, быстрый и спятивший мужик в костюме Матадора. «Сеньор супергерой, я сражался с лучшими быками мира. Ты что, можешь со мной справиться?» Мэтт подмечает, что его мулета, Матадора, это та самая красная тряпка, но очень много движений создает для радарного зрения, из-за чего он не может до него добраться. К тому же Мэтт отвлекается на охранника, чтобы просто убедиться, что с ним все в порядке и ему ничего не угрожает. Все это в совокупности лишает Мэтта концентрации, и он отхватывает по лицу. После события уже, на мой взгляд, какие-то более комичные, чем мы бы ожидали, потому что вот эти «очевидный ход, амиго» и «хия» от Мэтта, прям максимально забавные. Да и люди, смотрящие за битвой, вот так тоже интересно подмечают, что, сорвиголова ничего не может ему сделать, тоже мне герой. Всегда говорил, что в них нет ничего особенного. Да, Матадор унизил Мэтта. Прилюдно. На камеры. Такого уж точно еще никто не делал. То есть он только-только буквально в глазах общественности получил какую-никакую репутацию и тут же ее теряет. Мануэль, Матадор, благодарит публику за пристальное внимание и разбрасывает несколько мешков с банкнотами и в хаосе улепетывает куда подальше. Мэтт, пользуясь случаем, также ускользает, однако этот инцидент явно повлияет на его дальнейшие действия, потому что даже парень в хэллоуинском костюме не боится сорвиголову. Чего уж говорить про то, что о нем теперь думают люди. Мы переносимся в офис Уильяма Доула, где тот сидит с тем самым подозрительным типом, который выходил из церкви. Мэтью подслушивает разговор этих двоих и выясняет, что с Биллом сотрудничает Стюарт Нейгл, преступник. Доул нанял его, чтобы тот разобрался со священником, или же просто запугал его до чертиков. В этот же момент Мэтт начинает падать, потому что голова горгульи банально отламывается. Вероятно, потому что, совсем уж старенькая. Вот если бы это были те самые шотландские, то это был бы уже, наверное, другой разговор. Да ладно, вселенная не та. Мэтт падает, но успевает зацепиться за пожарную лестницу, что привлекает внимание Доула и Нейгла. Что такое, парень? Не смог побить того клоуна и решил в отместку отметелить старика, как я? Нейгл сразу, без промедления, начинает стрелять и угрожать Мёрдоку вызовом полиции, что весьма забавно. Доул его останавливает, мол, харе, достаточно. Мэтт успевает удрать и, сидя на водонапорной башне, рассуждает, что он одолел пурпурного человека в прямом эфире, получил какую-то известность, хотя это не было целью, а теперь все идет наперекосяк. Его унизил Матадор. Доул и Нейгл заметили его и чуть не пристрелили. На личном фронте тоже не все так гладко. Фоги хочет сделать предложение Карен, в которую Мэтт влюблен, да и запутанная история вокруг отца Мулина тоже оставляет желать лучшего. Конечно, это могло бы сильно надломить Мёрдока, но наоборот, мотивирует. Как говорится, мотивацию надо поднять, мотивация должна быть всегда. Сорвиголова теперь будет играть по своим правилам. Ауф. Но мы возвращаемся в офис Нельсон и Мёрдок. Фоги приглашает Карен на ужин, по понятным причинам, так как-то отнекивается, мол, устала я, гуляла много, дома хочу побыть. После входит Мэтт, и Фоги сразу же переключается на него. Ты что, с ума сошел? Что за дела? И показывает ему газету, на что Карен подмечает, что... Чувак, он же слепой, ты серьезно? Оказывается, что в статье говорится о том, что Мэтью Мёрдок, адвокат из Нельсон и Мёрдок, заявил, что знает личность Матадора, и это сорвиголова.
Буквально один и тот же человек, и это огромная проблема, потому что костюмированные шуты одновременно используют несколько личностей, чтобы сбить с толку общественность. Фоги злится на Мэтта, мол, потому что тот говорил не от своего лица, он говорил именно от лица всей конторы Нельсона Мёрдока, в случае чего пострадает не конкретно репутация Мёрдока, а общая репутация. Репутация компании, тут логично. Но Мэтт успокаивает друга. Это бесплатная реклама, выдохни уже. И тут же мы узнаем, что этот ход Мэтью сделал, чтобы задеть гордость Матадора. И привлечь внимание. И уже ночью Мануэль по-тихому вламывается в контору к ребятам, но его перехватывает ожидавший заранее сорвиголова и буквально одним киком выбивает его из окна и постепенно пытается заманить на крышу от посторонних глаз подальше. Понятно почему. И у него это получается. Шум толпы потихоньку становится тише, у Мэтта все больше и больше концентрации, а соответственно больше вероятность победить. Происходит обмен ударами, причем весьма увесистыми, судя по всему. «Ты так же слеп, как и твой друг-адвокат». «Как иронично», — подмечает Мэтт. «Даже в корриде иногда выигрывают быки». И после Мэтт выбивает действительно как бык Матадора, впечатывая его в стену и подвязывая проводами или чем там еще к лестнице. Копов вызову позже. Есть еще одно дело, и сорвиголова уходит, оставляя Матадора наедине с собой. Католическая церковь святого Финиана. «Простите, отец, ибо я согрешил. Давно не был на исповеди. Расскажи мне все, сынок. Все о своих демонах. Любопытство. Вот почему я стал адвокатом. Но я полюбопытствовал личным делом, историей моего друга. Я отнесся с подозрением. Засомневался, когда должен был верить. Я должен был спросить его, почему я не могу найти никаких записей о вашей семье в Нью-Йорке, отец. Да, Мэтью пошел в лобовую, так как другого выхода, у него, видимо, банально не было. Но святой отец сразу же парирует, мол, нет у меня братьев и сестер, нет у меня родни. Да и в те годы, юноша, компьютеров не было. Данные были утеряны. Мэтью сразу отвечает, мол, земельный департамент будет задавать эти же вопросы, что и я, особенно если я возьмусь за ваше дело, чтобы запятнать вас. Что вы скрываете? Расскажите. На что отец Мулин отвечает. Ох, кто бы говорил, это я скрываю что-то от тебя. Довольно лжи. Я знаю, кто ты. Сорвиголова. На этом на сегодня я предлагаю закончить. У нас на очереди еще 2 части данного ваншота, которые выйдут в ближайшие пару недель, а я, пользуясь случаем, еще раз напомню, что если вам понравился данный формат, то напишите об этом в комментариях. Также поделитесь мнением о том, какие истории дьявола адской кухни или же героев уличного уровня вы бы хотели увидеть на данном канале. Обязательно что-то с этим придумаем. Возможно, что-то уже будет перекликаться с моим планом. Спасибо за просмотр тебе, мой дорогой друг. Пока-пока.